Это самый дешевый водонепроницаемый металлоискатель. Он обладает всеми возможностями, всеми функциями, которые необходимы для нормального копа. Весит всего 800 грамм, можно полностью погружать его в воду. Ну что, друзья, вот этот металлоискатель сегодня я получил на Валберес. Nocta Swing. Водонепроницаемый металлоискатель. Давайте распакуем, глянем, что находится в комплекте. Купил себе наганчик, раздувается карманчик. Ой, какая красота. Ну, просто прелесть. Смотрите, реально маленький. Вес, кстати, этого металлоискателя всего 880 грамм. Для сравнения, моя, допустим, терка весит килограмм 300, а с новой катушкой, которую я докупил, там и того больше. Очень компактный, очень легкий металлоискатель. Так, ну что ж, друзья, в комплекте, как мы видим, идет уплотнитель вот такой вот сюда, на ручку надевается для удобства. Инструкция на английском языке, на русском языке, для тех, кто не знает английский. Ну и какие-то здесь купончики продавец положил. Что, приступаем к сборке. Для того, чтобы собрать этот металлоискатель, для начала нужно убрать вот такое защитное, уплотнительное какая-то вот наклеечка. Также в комплекте есть вот такое вот крепление, которое соединяет штанги. Кстати, по поводу штанг, друзья, как вы могли заметить, здесь не болтается шнур. Шнур идет внутри штанги. Это очень удобно. Складывать, главное, очень аккуратно, чтобы не защемить здесь провод. И далее уже вот таким образом соединяются две эти штанги. Обязательно смотрите, чтобы здесь вот этот полукруг был сверху. Все, затянули. Работает прибор на двухпальчиковых батарейках, кстати, который помещается вот сюда. Так, а здесь нам понадобится отверточка. Буду использовать самые дешевые пальчиковые батарейки. Для того, чтобы установить сюда батареи, нужно раскрутить вот этот шуруп и повернуть против часовой стрелки данную крышку. Так, выкрутил. Теперь нужно повернуть на четверть оборота. Штанга, кстати, здесь раскладывается очень удобно. Вот на таких вот защелках. Ну, как все современные металлоискатели. Здесь пронумерованы размер, то есть легко запомнить, какая длина. Оба, зафиксировал. Все. Ну, реально очень легкий металлоискатель. Катушка маленькая. Вы спросите, почему такая маленькая катушка? Потому что, ну, можно сказать, это снайперка. С частотой 15 кГц для поиска на пляжах, для поиска в замусоренных местах. 18 сантиметров катушка. Это самое то. Кнопка включения находится справа. Сразу видим, загорелся дисплей. Кнопка включения и выключения, она же отвечает за дискриминацию металлов. Здесь мы видим 3 сегмента. Один сегмент для черного металла и 2 сегмента для цветных металлов. С помощью дискриминации мы можем убрать 2 первых сегмента черного металла. И во второй сегмент обычно попадают и ювелирка, советские монеты, язычки от банок. Третий сегмент, в который попадают обычно медные монеты, серебряные монеты. Также металлоискатель имеет регулировку чувствительности. Сейчас чувствительность стоит на минимальная. Левую кнопку нажимаем — средняя чувствительность. И еще раз нажимаем — максимальная глубина. Также эта кнопка отвечает за громкость. Громкость имеет 2 положения — тихий и громкий. Зажимаем, металлоискатель переключился в тихий режим. Еще раз зажимаем — громкий режим. И я, по-моему, не сказал, металлоискатель имеет 3 сигнала, то есть низкий, средний и высокий для каждого из 3 сегментов. Также очень важная и очень удобная штука — это светодиод, который находится здесь посерединке. Допустим, если вы будете искать находки под водой, можно ориентироваться на светодиод. Светодиод имеет 3 режима свечения. Красный для первого сегмента, желтый для второго сегмента и зеленый для третьего сегмента. Вот сейчас посмотрим. Низкий тон. Красный. Давайте проверим, как работает функция Pinpoint. Чем ближе к центру находится сигнал, тем громче и выше тональность металлоискателя. Ну и, соответственно, светодиод начинает гореть зеленым, когда цель находится ровно по центру. Давайте протестируем металлоискатель на монетках. Кстати, вы могли заметить, заряд батареи упал, потому что я использую бэушные старые батареи. 3 деления показывает максимальный заряд, 2 деления показывает 50% и 1 деление показывает уже практически разряженное. Давайте возьмем 5 копеек Николая II.
Высокий сигнал, третий сегмент, зеленым горит светодиод. Зачет. Давайте посмотрим гвоздь, где-то у меня здесь был. Гвоздь. Низкий тон, первый сегмент, четенько. Давай попробуем язычок от банки. Четенько, четенько, четенько бьет в средний сегмент. Ну и, к примеру, давайте проверим. У меня есть такое серебряное имперское кольцо. Давайте проверим, куда будет бить это колечко. Такое вот. Последний сегмент. Работает все как надо, друзья. Кстати, еще забыл сказать, у этого металлоискателя есть немаловажная функция. Это функция перегрузки, когда металл или находка находится совсем близко к поверхности земли. Вот давайте проверим монеткой. Есть перегруз. Немногие металлоискатели могут этим похвастаться. Друзья, я уже наперед знаю, что будет куча вопросов. Я же где-то его заказал. Дай ссылочку. Поэтому ссылочку на этот металлоискатель я оставлю под роликом. Закреплю в комментариях, в описании оставлю. Если что, переходите, смотрите, заказывайте. В этом магазине, кстати, куча других различных металлоискателей. Но я хотел себе именно для копа под водой выбрал этот металлоискатель. В следующем ролике я обязательно отправлюсь на коп с этим металлоискателем. И мы посмотрим, что он может в реальных условиях. Будем копать с ним на пляже монеты, будем копать с ним в поле чернину. Посмотрим, как этот металлоискатель справляется со своей задачей. Так что подпишитесь на канал. До связи.